Привет, меня зовут Михаил, и сегодня у меня волнительный момент. Да? Точно. Я буду готовить блюдо, которое я готовил миллион раз, но для Алены я никогда его не готовил. Но, Привет. надеюсь, Алену все узнали, представлять не надо. Но все равно я представлюсь с вами, Алена Водонаева. Я Алена. тоже волнуюсь, потому что я рукожоп, я хочу тебе сразу же сказать. Я видела, как ты готовишь, и понимаю, что мне рядом с тобой... Ну, давай не будем, как говорится, не будем бояться, а будем смеяться и улыбаться. Давай, да. Вот, поэтому сейчас мы сделаем перепелки. Это недооцененный, я считаю, продукт. Потому Почему? что люди покупают курицу, потому что она подешевле вроде как, ее побольше. И она большая. И она большая. А перепелки у всех получаются пережаренные, сухие и невкусные, потому что там мало жира. Но мы сделаем, надеюсь, что-нибудь хорошо. То есть у всех суховатые они получаются? Но не у всех, у меня хорошие. Слушай, а как выглядят перепелки живые? Они... Ну, вот такие птички. А где они обитают? Но эти на фермах обитают, а вообще в лесу это же охота, это такая, как это? То есть это дичь? Для охот, дичь, Сеня, да. дичь? Сеня дичь, да. Так, все, Сеня, дичь. Сеня дичь. Поможешь мне? Да. Бери перец. Так. И внутрь. А много? Ну, хорош. Раз. Давай вторую. Два. Знали бы перепелки, что мы с ними делаем. Ничего, они для этого созданы. Три. Ты никогда не вегетарианил? Нет, это я не знаю, как это можно. Четыре. И теперь соль. Вот с солью я всегда боюсь. Ты командуй. Много. Много? Значит, я когда учился в Кордон Блю, это такая знаменитая кулинарная школа, меня научили одной вещи, что солить надо столько, чтобы было ощущение, что еще немножко и будет пересол. То есть вот эта история о том, что соль это белая смерть, что надо поменьше солить, это все от лукавого на самом деле. Ну как? Ну почему же? Это ж Да. вредно. А курить не вредно и пить не вредно, да? Слушай, А солить вредно. Я беру лайм и в каждую перепелку сую по лайму. Он даст немножко, знаешь, такого хорошего аромата. А почему лайм, а не лимон? Можно лимон, просто у меня не было лимона. Бадьян, понюхай, как пахнет. Это Буквально. бадьян? Это бадьян, да. Это такая... Он знаешь, чем пахнет? Лакрицей, как в детстве, да? Совершенно верно, да. По чуть-чуть. По лаврушке. Еще. Чеснок. Чтобы он дал больше вкуса. Я первый раз вижу, что так давили чеснок. Ой, ладно. Серьезно тебе говорю, я все время вот с этой штукой... Умею. И я очень люблю розмарин. Поэтому немножко... С розмарином как раз вот нужно аккуратно, потому что он уже вот такой очень мощный, да? И поэтому, чтобы не воняло все розмарином, нужно буквально по чуть-чуть. А можно я тогда сниму это себе в Да. сторис, потому что это так круто, ты так все быстро сделал. Вот я Ну, я люблю еще ничего мужчин, не которые сделал. быстро все делают. Они тянут резину, понимаешь? Проблема в том, что здесь очень мало жира, да? Поэтому нам нужно тушку сжать, чтобы она прижалась, тогда грудка не пережарится. И Очень ее просто. надо как-то специально перетягивать. Смотри. Делаю полузелка под попку. Сюда. Переворачиваю. Слушай, а ты всем своим женщинам готовил? А нитка-то у меня короткая. Подготовился, да? Ну ничего страшного, давай еще раз. Повторение мать учения. Значит, смотри, берем. Прихватываем здесь. Да? Под попку. Поворачиваем здесь. Сюда. И завязываем. Раз. И двойной узел. За счет этого у нас не ослабнет. А что такое двойной узел? А вот то, что я сделал раз и два Ну сразу. просто на 2 раза, да? А теперь уже затягиваем окончательно. Берем нож, обрезаем. Видишь, такая получилась, как котлетка. Попробуешь? Да, хочу попробовать. Давайте сейчас по длине отрежу, чтобы тебе удобно было. Давай, я буду над тобой Так, издеваться. давай, я попробую не залажать. Прижимай. Так, прижимаю. Вот я тебе помогаю, прижимаю. Черт, я думала, что я все запомню. Не сильно, сильно так не затягивай, не надо. Так. О, отлично. Под попку. Под попку. Это я помню, что под попку. Под попку.
Теперь сюда. Такой же поворот делай. Отлично. Слушай, ну все. Слушай, давай вот здесь сделаю узел. Тебе удобнее будет. Так, а они вообще завязываются для чего? Я никогда не понимала, для чего. Чтобы они держали форму и чтобы не пережарились. Все, супер. Что, ты или я? Хочешь? Давай я еще раз Давай. попробую. Закрепим успех. Да. А в духовке вот эти ниточки, они... А мы их потом срежем, ничего не будет. Это специальная поварская нить, она абсолютно подходит для... Так, слушай. Ну, как тебе? Вот так. Отлично. Так. Так, ну супер. Слушай, а так все просто вроде, да? Просто, да, нас, то есть... Ну, Но я бы одна не смогла. Но если ты сделаешь это второй раз, ты сама элементарно это сделаешь. И точно так же курицу перевязывают. А курицу тоже надо перевязывать? Я перевязываю, да, как правило. Немножко перца, немножко соли. Мы делаем следующее. Берем сковородку, включаем сильный огонь и ждем минуту, когда она раскалится, да? Я не знаю. Ждем. Вот, поэтому перепелки на самом деле просто немножко с растительного масла. Лучше на растительном? Мы потом сливочное положим, все И будет. сливочное еще потом? Конечно. Так, подожди, а зачем тогда растительное? Просто чтобы Растительное, обжарить? чтобы обжарить. А со сливочным будем делать соус. Мы же не как будем всё без соуса непросто. есть. Да. Я так хочу есть уже, если честно. Сейчас. Уже не терпится. Немного осталось, немного. Сейчас 5 минут обжариваем, потом ставим в духовку еще минут 20. Ну, в принципе, к ужину можно гостям Ну, приготовить. час. Ну, это так, с перерывами На поболтать. на поболтать, да. А что ты обычно добавляешь к перепелке из гарнира? Вот с чем ее лучше есть вообще? С овощами или какой-нибудь рис, картошка? Что? Но я картошку не очень люблю. Вот. А в принципе с картошкой, конечно, френч-фрайс, да, там однозначно, пюре картофельное прекрасно. Я тебе сегодня сделаю с пареем. Я не знаю вообще, как его готовить. Я всегда смотрю на эту штуку и не понимаю, что это за веник. Я никогда не покупала парей, потому что я не знаю, как его очень приготовить. вкусно. Это очень вкусно, поверь. Нам нужно, чтобы образовалась такая легкая корка. Корка? Да. То есть обжаривание только ради корки получается, Только ради да? корки. Только ради корки, чтобы они были красивенькие, чтобы они... Это очень сексуально, когда мужчина готовить умеет. У меня из моих мужчин никто никогда не умел готовить. Какое-то отвратительное месиво все время получалось у них. Слушай, ну да, наверное, я не Хотя знаю. мне не 18 лет, то есть я взрослая девочка-то, но вот ни разу за жизнь я не встречала человека, который вкусно бы приготовил ужин. Мясо только Так, максимум. ну не сглазь только, ладно? Слушай, ну я думаю, что у нас все получится. Я тоже так думаю. Смотри, как в ресторане делаем. Так, и ты хочешь бальзамический уксус прямо туда? Обалдеть. Все, Это запланированный был пожар? конечно. Теперь убираю в духовку. Как все ловко И мы с тобой быстро. отдыхаем 10 минут. У меня в шок. Смотрим. Давай. Ну, пока волшебства ты не увидишь еще. Нужно время. Нет, мне кажется, это уже волшебство. Они попухлее стали. Они пухлее становятся, да. И запах бальзамика Боже, как это роскошно пахнет. переворачиваем. А ты хочешь их перевернуть и опять в духовку? И да? сейчас я их ставлю снова в духовку еще на 7 минут. Это так быстро все готовится? Да, не нужно пережаривать. Перепелки должны быть сочные. Если ты их оставишь на 1,5 часа, они... Станут сухие, да? Как ой. курица. И курицу не нужно 1,5 часа жарить. На самом деле, так? Поможешь мне? Давай. Откроешь? И все, ставлю обратно. Ой, ребята, это пахнет божественно, знали бы вы. Все, отдыхаем дальше. Бокальчик вина. Да, чин-чин. Чин-чин. Я не люблю вино. Вообще. Я вообще алкоголь не пью. А, ты меня начинаешь сейчас пугать. Да? Пусть хоть где-то я тебя Нет, испугаю. я вино очень люблю. Я считаю, что вино это прям великолепное изобретение человечества, да, там одно из лучших. А ты какое больше любишь, белое или красное? Я люблю все.
Я люблю все абсолютно. Ну, как и шампанское, Я, да. если хочу выпить алкоголь, это происходит, может быть, раз в год, и я выпиваю всегда только бокал шампанского. Брют, хорошего, холодного, но я с одного глотка уже пьяная. Тебе очень везет. Мне надо бутылки 2. Серьезно, да? Ну, Я- года тренировок. Я прям вот делаю глоток, и я понимаю, что все, я сижу пьяная, и мне весело. Смотри, теперь мы делаем следующее. Чтобы у нас кожа была хрустящей, мы их кладем на бачок. И уже без крышки 7 минут, 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой стороны. Обжариваем, В духовке. опять же в духовке. 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой стороны, перейдем на спинку, 5 минут, вытаскиваем, у нас перепелки готовы. Много чести перепелкам, конечно. Но Ну, быстро. зато вкусно. Ну, ты же не напрягаешься сильно. Абсолютно. Ты отдыхаешь. Да, духовка у меня на 215 градусов, то есть, в принципе, там даже 230 можно поставить. Все, обратно. Я потеряла дар речи, я только стою и облизываюсь. Слушай, ну только вот я уже тоже переживаю, вообще получится или нет теперь. До 100%. Красавчики. Да. Мне кажется, получится. Мясо уже практически готово. То есть я уже вижу, что... Ну просто я хочу немножко цвета еще добавить, да? И убираем на 3-5 Минуты. минут обратно в духовку. Все, это финальные 3 минуты у них получается. У них, да, у нас Да, нет. у нас нет, у нас еще вот этот веник. Тебе придется еще со мной помучиться немножко, да, сегодня. Это тебе сейчас со мной придется помучиться. Я напоминаю, я не знаю, что это такое. Парей. Парей, лук-порей. Это очень-очень-очень вкусно. Только никто не знает, что с ним делать. Да. Но мы сделаем из него, я на самом деле уже это готовил один раз, да, но смотри, мы сделаем такую лапшу. Проверяю, чтобы не было грязи. Пахнет он вкусно. Я его только в ресторане ела. Ну, правильно. Все очень просто. Смотри, раз, пополам. И теперь мелко шинкую. И как его есть? Ну, есть его ртом. Это понятно. А как? Сырой, вареный? Мы его пассируем в сковороде очень быстро в сливочном масле. Слушай, а на вкус прям лук. Ну, не горький, он сладенький. Он сладенький. Ну, конечно, сейчас луковость есть, но эта луковость, она после термической обработки, она уйдет. И останется только сладость. И перепелки у нас кислые, потому что мы добавляли уксус. Это немножко сладкое, и будет прям прекрасное сочетание. Вот тоже, пока у тебя доходят перепелки, последние 3 минуты, как раз ты успеваешь Порезать лук. порезать лук. Вот и у тебя такая получается, как лапша почти Но у что, меня да? такая красивая не получится точно. Ну почему у тебя такая красивая не Ну, получится? потому что ты даже вот режешь все так мелко, так аккуратно. Потому что я левша. Да? Готовка дело такое. То есть, конечно, здорово, когда человек ждет еды, что мне очень нравится в нашей сегодняшней беседе, да, потому что когда человек говорит, я хочу есть, мне интересно, это прям заводит и хочется сделать Я лучше. очень хочу. Так вкусно Терпи. пахнет. Знали бы вы, какой здесь аромат стоит на всю кухню. Я не знаю, как это передать, но это действительно так вкусно. Ну, класс. Ну, не все получилось так красиво, как я хотел. Вот это у тебя самое красивое. Да, хорошо, я согласна. Это мы выкладываем. И пускай они отдыхают. То есть мясо должно немножко остыть. Во-первых, не нужно есть очень горячим, да, это не очень вкусно. А потом мясо сжимается при термической обработке, а сейчас оно как бы немножко Расслабляется. расслабится, оно будет более сочное, более нежное. И у нас есть с тобой вот это. И это будет соус Для парея? для перепелок. А, для перепелок? Конечно, мы же французские вещи делаем. Значит, я включаю снова огонь. Если очень много жира, его можно с салфеткой сцедить, но мне не очень много. Добавляю уксус. Еще немножко. И это называется деглассирование, когда мы все пригарыши со сковородки. Я поэтому взял сковородку без антипригарного покрытия, чтобы немножко подгорело. Добавлю немножко воды. Совсем каплю, да? Совсем чуть-чуть. И теперь пускай оно немножко уваривается. Сладкое, кислое. Ну, Модена же, она ацетобальзамик, он сладкий.
Немножко каенского перца, не буду много. Какого? Каенского. Это острый Он красный из перец. Кайена? Да. Ну не Porsche Cayenne. Да, я про это и думаю. Ну да, ход мысли правильный. Я в 2020 году продала свой Porsche Cayenne. И что купила? Квартиру в Геленджике. Тоже тема. Так, теперь масло. Ну, грамм 15-20, да? Сюда. А у тебя все гости, как я, стоят, облизываются? Или были нормальные люди? Я не могу себя сдержать, я стою и понимаю, что, черт возьми, Щас, камера щас, же щас. включена, а я стою облизываюсь. Осталось 3 минуты. И сюда. Немного соли. А ты специально себе кухню сделал с огнем? Или это так случайно? Ну, на огне удобнее готовить. Если у тебя есть индукционная плита, на ней еще лучше У готовить. меня обычная. Обычно это ужасно. Вот смотри, у меня соус, смотри, он стал такой густой, да? Густой, да. Загустился. И я его выключаю. Это тоже готово. Самая ответственная задача. Смотри, ты спрашивал про нитки. Да. Раз. Утилизируем их, да? Да. Поможешь? Давай я все сделаю Давай. здесь. Давай. Это я уберу. Так, а пока ты занимаешься нитками, смотри левым глазом, что мы будем делать с маслом теперь. Теперь мы берем где-то 30 грамм масла, режем его на кубики, холодное. И я его добавлю в соус. Это называется по-французски лайзон, связать. То есть сливочное масло остудит соус и свяжет его. И он станет у нас таким, знаешь, однородным, шелковистым, ну и жирненьким, конечно. Во Франции всегда очень много масла используют сливочного, да, и при этом, если ты посмотришь, французы не толстые. То есть это тоже к вопросу о вкусной и здоровой пище, да. Слушай, ну французы, итальянцы действительно, они очень стройные, несмотря на то, что еда у них такая, не диетическая. А у нас много полных людей. Это тоже говно едят. Говно едят? На самом деле. Я тоже так Ну, все считаю. эти сосиски там, Вот хорошо, что не я сардельки. одна так считаю. Я люблю, когда соус такой вот довольно жидкий. Есть люди, которые любят погуще, ну тогда просто побольше варить. А что делать, чтобы русские люди ели нормальную еду и не ели говно? Ну, Они же наверное, вот даже оливье на Новый год делают. Ты посмотри, как сколько сейчас после Нового года было фотографий. У всех колбаса в оливье, куча картошки, ее больше, чем чего-либо другого. Ну, потому что люди не понимают, что не нужно делать оливье с колбасой. Берем немножко паре. И контраст он даст. Да? Мы же едим тоже глазами сначала. Да. Теперь мы кладем, вот эта красивая порция будет тебе. Сюда. Одна у нас готова. Еще. Дождалась я этого момента. Вторая готова. Теперь мне надо слить соус сюда. Ну и один покажу. Класс. Ну как-то так. Да. А это хочешь, чтоб я сделала? Сколько? Не переборщить. Чуть-чуть. Тебе не нужно много. Чтобы просто оно... Ну вот. Ну, вроде Я бы еще получилось. немножко по кругу вот так вот. Знаешь, как они на большой тарелке тонким слоем налить соус. О, Господи. Как это назовем? Ты знаешь, что ты идеальный мужчина? Нет, я не идеальный мужчина. Нет, Я ты просто- идеальный. Я просто хорошо изображаю свою роль. Как это назвать? Перепелки для Алены, да? Да, Пойдем пробовать? да, пошли есть. Ну давай я немножко тебе еще соуса капну. Давай. Можно даже Сверху. немножко. Можно даже немножко. Видишь, какой красивый. Очень. Вообще дичь едят руками. Ну вообще да. Давай мы не как будем будем? лицемерить. Не будем лицемерить? Ну можно мы нормально? Давай Ну смотри, по-настоящему, я да? люблю как? Я люблю вот разрезать вдоль грудки, Так, давай Вот я так тоже вот. так сделаю. отковырять грудку от этого самого и ножку
Ну а дальше, вы, блин, мне слюни текли. У меня тоже. Извините, пожалуйста, все. Давай руками. Давай. Я не буду выделываться. Да. Салфеточки вот у меня есть. Господи. Это божественно. Ну, то есть не обосрался, да? Вообще. Слава богу, я очень переживал за это. Офигеть. А можно я тебя с собой домой заберу? К себе? Ну, давай обсудим это потом. Давай. Попробуй парей еще обязательно. То есть парей, он, видишь, он немножко подвял. Он такой сладковатый. Видишь, как знала. Прям к парею оделась. А, слушай, кстати говоря, да, я что-то даже не подумал об этом. Вкусно. Ну, можно брать, да? Берем. Парей, я имею в виду. Берем все. Да, и рецепты, как ты спрашивала, все рецепты есть в описании видео, поэтому там, кому интересно, готовьте, пробуйте. На самом деле так-то все просто, в принципе. Мне кажется, Всё я очень справлюсь. А сколько нужно перепелок покупать на семью, ну, условно, на 4 человека? Ну, Мама, смотри, папа, вот- двое детей. Вот смотри, вот эти перепелки я покупал на рынке, они достаточно большие. То есть, ну, я считаю, что на одного человека взрослого этого одной птицы достаточно. Такой вкусный нет. Окей, 2. У меня сын точно минимум 2 вот таких съест. Ну, Ему сколько 10 лет. Ой, может быть и 3 съест, понимаешь? Да, может. В 10 лет ты только в путь. Поэтому приятного аппетита. Смотрите на Алену, на меня, на перепелок, то, что от них осталось. И готовьте дома, потому что на самом деле очень все просто сделать. Я ехала сюда, я боялась. Я думала, что я обязательно залажаю, потому что, ну, перепелки, это же пафосно звучит. Дефлопе почти что, да? Да, но все получилось. Потом, как приготовите, пишите в комментариях, что у вас получилось. А я буду под этим выпуском отслеживать комментарии и посмотрю потом, что люди будут И выбирать писать. победителей. А ты делаешь какие-то подарки кому-то? Ну, перепелок могу подарить кому-нибудь. Вот, да. Я страшно рад, что Алена пришла. Я очень доволен, что тебе понравилось. Это как бы, ну, на самом деле, стимулирует. Я Это даже приятно. не ожидала, что будет так вкусно. Но я, в принципе, умнее, чем выгляжу. Ну, видишь, я только сейчас на тебя подписалась. Я ж не знала, что ты готовил. Ну, вот теперь знаешь. Теперь знаю, все, я твой подписчик и в Инстаграме, Супер. и на Ютубе. Супер. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Не помню, неплохо? Нет, я имею в виду.